мгновенно разлетелось по всем чатам, по всем там, телеграммам, инстаграмам, по WhatsApp-группам, потому что надо переслать и посмотреть. Никто не сказал, где-то насилие, я не буду это смотреть. Пока не было преступления, то есть, да, тебя не изнасиловали, тебя не избили, значит, не было преступления. Почему мужчины думают, что могут распоряжаться нашими телами? Полиция может позволить себе такие слова, как, например, там, детдомовская, может, сама позволила. Харассмент я впервые, наверное, испытала лет 5-6. Просто проходил мимо и схватил меня вот так вот за шею. Наш менталитет абсолютно против того, чтобы высказывались, рассказывали вообще о харассменте, домогательстве или насиловании. Девушки у нас стесняются. Она идет в полицию над ней совершают еще больше насилия, не берут у нее, не дают ей даже написать это заявление. Но предупреждения, они никоим образом не влияет на человека, который избил. У него это рождает чувство безнаказанности. Я закрытым без дела не буду. Снимки казахстанских женщин со следами побоев все чаще стали появляться в сети. Шокирующая статистика, но цифры вещь упрямая. В Казахстане каждый день от рук домашнего тирана погибает одна женщина. Первое – это работа с законодательством, с правоприменительной практикой, то есть мы на основании практики даем рекомендации для внесения изменений как общественная организация в то или иное законодательство. Раз. Второе, мы работаем со стандартами. Что такое стандарты? Стандарт – это, скажем так, свод правил, по которым должна осуществляться помощь женщинам. Одно из приоритетных направлений нашего союза – это телефон доверия для детей и молодежи 150. Это телефон экстренной психологической службы, он абсолютно бесплатный. Ранее он создавался именно как телефон для детей и молодежи, но сейчас сюда обращаются уже люди вне пола, возраста, религии. Он работает бесплатно 24/7 по всему Казахстану. Помимо этого в Союз входит несколько кризисных центров для жертв бытового насилия. Один из них у нас, допустим, находится в Алматы. Это кризисный центр Жансая для женщин и детей, убежище, где они могут проживать до полугода, если их полиция инициирует как жертв бытового насилия. Мы занимаемся не только защитой прав женщин, но и трекингом харассмента и насилия в Казахстане. Мы активистская инициатива, которая занимается проблемами прав женщин. Мы организовываем митинги, мы проводим воркшопы. Проблема насилия на данный момент является самой актуальной проблемой в Казахстане, потому что об этом, во-первых, у нас молчат. Наш менталитет абсолютно против того, чтобы высказывались, рассказывали вообще о харассменте, домогательстве или насиловании. Девушки у нас стесняются. За счет этого в большинстве умалчиваются такие проблемы и вообще случаи. Бытовое насилие есть по всему миру. Просто отчасти в разных странах есть на это свои причины. У нас на это есть, скажем так, наше прошлое, когда мы много лет воспитывали женщин скажем так, в подчинении мужчине. В советское время, когда очень долгий период не было принято рассказывать о том, что у тебя все неблагополучно, жаловаться на родителей. Видите, когда мы воспитывали девочек в подчинении мужчине, там, мальчику, скажем так, да, то мы мальчиков не воспитывали быть благодарными. Из-за того, что вот эта благодарность, понимание благодарности за то, что один человек чем-то жертвует ради тебя, отсутствует, происходит именно бытовое насилие, по моему мнению. Человек считает, что раз один это делает, он ему уступает, то второй имеет право требовать больше, и в итоге это приводит к оскорблениям, к унижениям, к переходу границ. Чтобы вы понимали, центр рассчитан, например, на 60 человек проживания, но на сегодняшний день там сейчас 71 человек присутствует, то есть мы уже сверх нормы. Очень-очень сильно. Я думаю, каждая практически женщина сталкивалась с
с любой формой насилия, будь это сексуализированное, либо бытовое насилие, мизогиния, дискриминация, просто по тому признаку, что она женщина. На мой взгляд, эта мертвая точка сдвинулась уже за последнее время, так как молодежь, женщины активно борются, они распространяют это в социальных сетях, рассказывают свои истории. В нашем разрезе страны-то больше все-таки культура общества и как бы отношения, скажем так, что во многих моментах это считают все-таки нормой до сих пор, допустим. И вот тут уже на уровне изменения общей культуры и восприятия обществом этого, нулевой терпимости и вообще к любому виду насилия, таким образом мы, наверное, только сможем уже как-то с этой проблемой начать бороться. Я думаю, одно из препятствий является наш менталитет. Менталитет, где девушку шеймят, позорят за то, что там, девушки у них стесняются, боятся и думают, что это как бы их позор. Но это не их позор. Это позор тех мужчин, которые позволяют себе такое отношение к женщине. Другая основная проблема – это то, что в нашем законе нет такой статьи за домогательство. То есть, так как я сама с этим столкнулась, и мне есть о чем рассказать, о чем поделиться, о том, что действительно пока не было преступления, то есть, если на твоем теле нету даже царапинки, нету каких-то болевых повреждений, и ты не сняла их в больнице, то значит не было преступления. Государство должно давать женщинам инструменты защиты, потому что сейчас оно не дает, потому что если женщина сталкивается с насилием, она идет в полиция над ней совершает еще больше насилия, не берут у нее, не дают ей даже написать это заявление, они заставляют ее раз за разом пересказывать ее историю, перебивают ее только как она расскажет свою историю, они ее перебивают, потом насмехаются над ней, потом приводят других полицейских посмотреть на нее, поглумиться, посмеяться. То есть это история очень часто, которую рассказывают жертвы, которые столкнулись с насилием. И государство, то есть должно контролировать полицию, должно контролировать суды, чтобы они были сенситивными, обучать их специально, как вести себя с людьми, пережившими насилие, как разговаривать с ними. Должны предоставлять психологическую помощь, когда жертва приходит в полицию, а не наоборот совершать над ней еще психологическое насилие. А что бывает, когда люди приходят в государство, они говорят, мы хотим это провести, им не дают, потому что говорят, феминизм это у нас зло, это плохо. Даже когда мы 8 марта организовывали митинг, Акимат нам сказал, феминизм слово не используйте. И общество тоже должно менять свое отсталое, ужасное, женоненавистническое мышление. У нас есть проблема с правоприменительной практикой. До 2015 года у нас за бытовое насилие было административное наказание. Потом все решили, что есть рост бытового насилия, и причинение легкого вреда здоровью из административного кодекса перенесли в уголовный. На тот момент что произошло, это был 18-й год, по-моему, что произошло? Женщина, став жертвой домашнего насилия, оказывается, сама должна была собирать свидетелей, должна была собирать доказательства, идти в уголовный суд для того, чтобы мужчину привлекли к ответственности. Уголовные суды, получив дела, скажем так, неукомплектованные, недостаточно собранные, возвращали их на доработку. А так как женщина была не в курсе, соответственно, время истекало, и мужчина не привлекался к ответственности. И что произошло в тот год? В тот год произошел резкий рост количества убийств женщин. И тогда один из астанинских судей поднял вопрос, что из 1000 обращений только 2 дошли до суда. А там 998 дел осталось безнаказанным. И после этого срочно внесли изменения и все вернули обратно. Вместе с тем внесли туда еще одно новое изменение. Такое понятие, как предупреждение. Но предупреждение, они никоим образом не влияет на человека, который избил. У него это рождает чувство безнаказанности. И это все начало приводить к росту домашнего насилия. Мне кажется, любая женщина с этим сталкивалась. Харассмент я впервые, наверное, испытала лет 5-6.
И это повторялось не единожды, а от разных людей. Это бывало в автобусе, какой-нибудь дедушка потрогает меня за ляжку и считает это нормальным сказать мне: может, ты будешь спать со взрослыми мужчинами, мы тебе заплатим. Мне было 12, и это была очень большая травма для меня. 18 лет я была жертвой изнасилования. Я помню опыт, когда девушки сталкивались с этим. Я как ментор ходила с ними в полицейский участок, и это место вроде должно защищать наши права, да, и права этого ребенка, которому 15-16 лет, да, ребенок учится, в колледже, и ты почему-то сталкиваешься с тем, что полиция может позволить себе такие слова, как, например, детдомовская, может, сама позволила, еще, какие-то такие вещи, которые я считаю недопустимыми. То есть я с этим очень часто сталкивалась в полицейских участках, когда они подозревают, по-человечески, что женщина сама вначале допустила, а потом дает заднюю. Я считаю, что это тоже должно быть как-то преследуемо законом. Абсолютно незнакомый мне парень просто проходил мимо и схватил меня вот так вот за шею, да, рукой, получается. И вот так тащил меня в сторону своей машины, а я вот так шла назад. Меня это жутко возмутило. Почему даже в алкогольном опьянении человек думает, что ему все дозволено, ему можно трогать других людей, абсолютно незнакомый мне. Никаких сигналов я ему не подавала, что со мной можно подойти познакомиться. В итоге я пошла, сфотографировала машину, в которой они сели. Они испугались, зачем ты фоткаешь. Мое такси подъехало, я села в такси и поехала в полицейское отделение, в общем. И пришла к участковому с том, что меня тронули, я испугалась. Это было, я не знаю, как назвать, да, то ли физическое насилие, но как минимум домогательство. И для меня это было шокирующее событие, потому что я попросила защиты, на что он сказал: на тебе даже царапинки нету. Вторая ситуация, которая произошла также в общественном месте. Мы с подругами после танцев решили, после тренировок имею в виду, посидеть, поужинать, пообщаться. Там был такой маленький танцпол, классная песня, мы вышли потанцевать. Когда я шла с танцпола к своему столику, напротив меня мимо шел мужчина. И, наверное, он направлялся в туалет, но он позволил себе дотронуться до моего живота, вот так вот, знаете. Я мимо проходила, он меня вот так потрогал. И мне стало мерзко. Я пошла к охране, обратилась. Охрана сказала: мы ничего не можем сделать. Мужчина снова пришел, сел за свой столик, я подошла, говорю: ты не имеешь права меня трогать, мы друг друга не знаем вообще. Что за дела? Ты хотя бы извинись. А он говорит: девочка, иди отсюда, шла ты в жопу. Я такая: прикольно, говорю, я сейчас папу позову, позвоню и будешь разбираться по-мужски. Он говорит: хорошо, зови. Я такая думаю: ладно, села за свой стол. Я вызываю 102, звоню, говорю: я не чувствую себя в безопасности, до меня сексуально домогались, и я боюсь того, что меня изнасилуют. Неизвестно, чего можно ожидать от такого человека. Да, вдруг я сейчас выйду с заведения, он мне за шиворот схватит, машину посадит, если у него какие-то уже намерения были. 102, к моему удивлению, очень быстро приехали, буквально за 3 минуты. И сразу же этот столик, где сидел мужчина, его друзья и он сам, они резко поменяли свое поведение. Когда я говорю: я участкового вызвала, говорю: какое заявление я могу написать на молодого человека, он меня трогал, я испугалась, это сексуальное домогательство. Те его друзья и он сразу же начали просить прощения, извиняться, они не хотели, переобулись, говорили, как он сказал: девушка, просто ты мне понравилась. Я говорю: а что, у тебя рта нету, чтобы со мной познакомиться, зачем ты меня трогаешь? И самое неприятное было во всем том, что в этом заведении было так много иностранцев, столько русских сидело, столько других национальностей какие-то, американцы или европейцы, что-то в этом роде. И именно казах меня обижает, именно казах меня трогает, да, а остальные все интеллигентно, цивильно сидят, улыбаются, хлопают в ладоши, видят, что мы как-то классно танцуем и может быть, махают с уважением. А именно казах позволяет себе такое поведение быдла.
После этого, конечно, полицейский сказал, что если ты напишешь заявление, ему будет всего 5 МРП. Но что такое 5 МРП? Это ничтожно мало. С кем ты там общаешься? С Алиной. Точно с Алиной? С кем ты там еще общаешься? Да, ты и так знаешь всех, с кем я общаюсь. Что за контроль? Все нормально же? Нет, мне это уже надоело, я устала от этого. И что ты хочешь? Давай возьмем паузу. Ну иди тогда со своей паузы. Ну и куда ты пошла? Да надоело мне. Что на данный момент в Казахстане я считаю, что это, возможно, единственное примерно безопасное место, ну, это онлайн-площадки, где люди могут говорить о таких вещах. Вот. Могут и должны. Могут, люди могут решить. СМИ, Инстаграм, ТикТок могут решить. Я считаю, что да, потому что с помощью Инстаграма, так как это социальная сеть, мы можем делиться, публиковать и рассказывать истории других женщин, а за счет этого, то есть другие могут тоже узнать, рассказать о своих проблемах, о своем случае. Таким темпом мы стараемся, то есть, помогать и поддерживать всех девушек, которые стали жертвами насилия. Я не могу сказать с опыта своей инициативы, наверное, потому что мы такого не делали. Но если взять тех же самых «Не молчи», которые постоянно освещают истории в СМИ, и они становятся резонансными, другие СМИ подхватывают, начинают о них писать, и проблема только тогда начинает решаться. Но, к сожалению, то есть в день у нас происходит масса насилий, из-за этого и только одна из них, например, становится резонансной. И, к сожалению, все остальные женщины, они вынуждены не получать помощь. Вот. И да, я думаю, помогает. Вот даже, например, в освещении митингов, когда мы можем написать всем активисткам, всем СМИ, и все СМИ, активистки, организации, они, естественно, поддержат. Думаю, что я своим примером в Инстаграме именно про тему домогательства рассказывала. И девочки, которые писали, блин, а мы не знали, что так можно. Блин, а ты молодец, что ты говоришь смело об этом. Мы даже не знали, что можно вызвать полицию и что действительно что-то будет. Потому что как бы и СМИ, и социальные сети – это вот такой рупор общественности, да. Допустим, сейчас уже есть реальные инструменты помощи. Телефон 150, например. Есть кризисные центры, где жертвы насилия могут на какое-то время укрыться и получить поддержку, помощь, психологическую, юридическую консультацию и прочее. И есть еще много других инструментов, о которых просто наши люди, к сожалению, не осведомлены. Во-первых, к этой теме привлекать внимание. Во-вторых, предложения должны быть конструктивные. Не просто мы должны снять, он ее избил, какая кровавая драма. Хейт – это плохо. Почему? Хейт отчасти порождает насилие. В погоне за яркими видео люди стараются снять все больше шоковых моментов. Был момент, когда там с 9-летней девочки, полураздетой, была фотка. И вместо того, чтобы предотвратить эту рассылку, она мгновенно разлетелась по всем чатам, по всем там, телеграммам, инстаграмам, по WhatsApp-группам, потому что надо переслать и посмотреть. Никто не сказал, это насилие, я не буду это смотреть. Зачем я должен это смотреть? Мы должны наказать, кто это рассылает. Вот, хейт порождает у некоторых людей, я тоже такую хочу рассылку. И они начинают делать фейки, стараются снять более такие жесткие ситуации. И получается, что хейт, он порождает интерес к насилию. Вот. Но если Инстаграм, Телеграм, люди, пользователи, будут выступать против насилия, против сцен с насилием, против порно-сцен, против сексуальных сцен, против шуток гендерных в отношении девочек, да, тогда общество будет менять свои отношения. Но еще также женщины должны очень жестко выступать за свои права, чтобы добиваться изменений. Вот. Сейчас, век интернета, когда все обо всем рассказывается в соцсетях, также девушки поддерживают друг друга в соцсетях, отмечают, и с помощью такого рассказа они как бы распространяют информацию о том, что насилие в Казахстане, оно очень распространенное, и не стоит о нем как бы
скрывать или же не разговаривать на эту тему. То есть мы должны открыто рассказывать об этом и быть уверенными. Сейчас, одна из, скажем так, самых популярных, востребованных сетей, да, мы все знаем, что в Инстаграм это уже не только как развлекательное, но это и также рекламные площади, да, это торговые площади, то есть это количество людей максимальное по всему миру, которые эту сеть до сих пор понимает и принимает, поэтому если больше будет говориться о организациях, которые могут оказывать реальную помощь жертвам насилия, больше психологов, может быть, будет выступать о том, просто давать прямые эфиры для людей, кто так или иначе пострадал от насилия и, допустим, стесняется, да, об этом говорить, боится чего-то, чтобы поменять его, да, какую-то, помочь ему справиться с какими-то его внутренними барьерами. Вот. Больше каких-то будет примеров выноситься на гласность для того, чтобы уже начали работать правильно структуры правоохранительных органов, структуры судебных дисциплин, да, потому что это не будет замалчиваться, это будет выноситься, и об этом будут обсуждать, и это будут говорить, и тогда уже будет меняться общая культура нашего общества, взгляда на насилие. Так вот, как раз для этого и СМИ, и социальные сети максимально могут сыграть свою роль. Есть прецеденты, при которых мы, если часто это публикуем, да, все-таки это становится какой-то новостью, да, и нужные люди и органы начинают обращать на это внимание. Я считаю, что это не бесполезные слова, и вообще репосты, писать об этом — это важно. И если сейчас это является нашим единственным инструментом, то почему бы и да, вот. И вот чем больше и чаще мы будем об этом говорить, даже приводя какие-то примеры, что вот с моей подругой там или где-то, не дай бог, да, вот так вот что-то случилось, да, и что мне делать, или как бы не оставаться равнодушными и делиться информацией о том, что есть вот уже сейчас такие службы, есть уже, и что не надо об этом молчать, не надо этого стесняться. Если ты подвергся насилию, да, например, ты не виноват в этом, наоборот, тебе нужна помощь. Очень важно отметить, что именно вот действительно Инстаграм — это такая огромная площадка, не только для того, чтобы сказать о том, что ой, насилие, как страшно, но и для каких-то эффективных действий, для осведомленности о том, что есть организации, которые могут помочь человеку, который находится в этом, для правильных психологических курсов, советов, методик, чтобы для профилактики насилия, то есть чтобы уже не разбирать, не тушить пламя, так, как говорится, да, не разбирать последствия, а устранять возможности возникновения даже.